Собственно, здорово. И вот хрен знает почему, но меня резко потянуло поиграть в игры с чисто японским сеттингом и локациями. Да и попробовать для себя что-то прям новенькое из жанров захотелось. К тому же остались еще много серий игр по типу Resident Evil, Metal Gear, Yakuza, Devil May Cry, которых я не играл. Хотя последний я проходил, но только пятую часть. Мне понравилось. А тут как раз выходит новый Silent Hill. Да и к тому же, в отличие от вышеперечисленных, в этой игре не надо знать, что было в прошлых частях, так как события будут то ли приквелом, то ли отдельной историей, да и вообще в Японии. В отличие от прошлых частей, они были в основном где-то в Америке и крутились вокруг одноименного города. Если разбирать, про что были эти игры, из того, что я знаю, то концепт примерно такой. У нас есть ГГ, который меняется от части в часть, но как-то связан или просто попадает в призрачный город Silent Hill, который окутан туманом и наполнен мистикой. Выйти из него просто так нельзя, и он воплощает собой персональное чистилище для героев. Например, у Джеймса, ГГ второй части, основным злодеем является пирамидоголовый. Он олицетворяет наказание и желание быть наказанным, а его внешний вид с огромным шлемом пирамидой символизирует боль и страдания, скрывая его истинную сущность за маской палача. В целом, я только поверхностно знаю про эту вселенную и чуток про пирамидку. Но помню раньше, когда трава была зеленее, игры не стоили по 100 баксов, а я ходил в школу, то были времена, когда существовала мода на PSP и геймбои. И в какой-то момент один из моих одноклассников приносит свою PSP и показывает нам игру Silent Hill Shaders Memories. Это было мое первое и вроде последнее плотное знакомство с этой серией. Мы играли каждую перемену, и тот, кто был за управлением, испытывал напряженность и страх. А те, кто смотрели на это, лишь смех, с определенного времени. Потому что смотреть было намного легче, чем самому играть. Да и быстро адаптировались к начальному моменту, где ГГ бежит по застывшему городу, и на него нападают монстры, на которых мы поначалу пугались. А потом ржали, что какие-то голые извращенцы нападают на тебя и дрыкаются, как собаки, во время течки. Плюс еще эти атмосферные сцены с психологом в конце миссии, что тоже запоминалось. А потом такой же прием использовали и другие разработчики. Но мы так ее и не прошли до конца, хотя загадки были интересными. И вот спустя некоторый перерыв Konami решает делать ремейки старых серий, по типу прошлогоднего второго Silent Hill и Metal Gear, который недавно вышел. Ну и раз за последнее время они выпускали нахваленные игроками игры, почему бы и не попробовать эту новую игру? Так что заварите чаек, удобно располагайтесь, и мы приступаем. Игра начинается с событий прошлого, о том, что Хинако, наша главная героиня, играет с куклой, потому что другие девочки не хотят с ней играть, так как она общается с мальчиками. Но зато ее сестра Дзюнка готова с ней поиграть. Но все это были воспоминания Хинако. В настоящем же она обращается со своей сестрой и дарит ей колокольчик, потому что та выходит замуж и съезжает от родителей. После небольшой пролетки по городу нас встречает классическая сцена из большинства японских небогатых семей старой эпохи, где властный отец хочет, чтобы его младшая дочь была такой же, как и старшая. Во всем ему потакала, была паинькой и вообще обеспечивала его часто пьяную морду. А Хинако не такая, и вообще она сваливает. Мать, конечно, пыталась гладить углы, но это не особо выходит. И на этом, наконец, начинается геймплей. Пока я топал до магазина, где обычно собираются ее малочисленные друзья, нашел пару записок, в которых говорилось про то, что в городе стали появляться лисы. Их, конечно, уважают тут, но лучше к ним не приближаться без необходимости. А то всякие там заразы, бешенства. Кстати, Хинако заметил, что чё-то все пропали, и это странно. Дальше дорогу перекрывает брошенный грузовик, под которым труп какой-то крысы или саранчи. Пришлось обходить. На балконе познакомились с подругой, которая постоянно пытается не отдавать долги. Ну и, наконец, встретили друга детства, Сю. Посидели немного, поговорили. Пришли еще две подруги, обмен небольшими фразами и издевками. И тут... きなこあ、ごめん。何裏切りも。
Сакуга падает и покрывается цветами. Со словами «быстрые ноги пизды не получат», Хинака убегает от тумана и оказывается в тупике, где лестницу подает Дзюнка. Странно, ну ладно, побродив немного по улочкам, натыкаемся на первого врага. Вот такую искореженную куклу с ножом. А зная общий принцип Silent Hill, то это тоже такой вот метафоричный образ нашей героини или ее страхов. Основанный, там, что она не считает себя красивой, или типа что-то связано с куклой. В общем, все с теми же словами бежим дальше, пока еще не умеем сражаться. Мне еще нравится в этой игре, что иногда истинный путь, куда тебе надо, подсвечивается фонарем или светом, как нативный указатель. И это выглядит реально клево. Походив так еще немного, наконец-то получаем свое первое оружие, и теперь можно отбиваться. Ну и еще Хинака вернулась к тому перекрестку, где по-прежнему лежала уже мертвая Сакуга. Плач, слезы и мини-похорон в магазинчике со сладостями, о котором она мечтала. Но извините, мне не грустно, ибо вы персонажа даже не успели раскрыть и сблизить для игрока, для сочувствия к нему. А он уже умер. Кстати, запомните этот факт, мы позже к нему вернемся. Но... На наш город напали! И надо перебить всех монстров, и как раз выплеснуть накопившие эмоции Хинака. После чего она падает без сознания и оказывается в комнате с первой загадкой. И тут я немного хочу поговорить о загадках в этой игре. Не знаю, как в других сериях Silent Hill, но тут они 50 на 50. Есть интересная задумка или концепт, окей. Но местами они излишне замудренные и рассчитаны на то, что ты знаешь некоторые очень специфичные вещи. Например, тут, даже если ты понимаешь последовательность предметов, которая лишь метафора к словам из подсказок, то проблема остается другая – расположение. Вот смотрите, тут 5 пьедесталов. Если подумаем логически, то они должны располагаться так. Или вот так. Ну, если мы понимаем, что это действие происходит в Японии, то справа налево, сверху вниз. Но нет, правильная последовательность выглядит так. И только сами разрабы могут себе объяснить, почему они выбрали такую последовательность. В других играх разных разработчиков ты хотя бы наглядно понимаешь, что зачем должно идти. И задача стоит только в самой загадке. Ну а тут все не как у людей. После решения головоломки свет к выходу зажигается, а комната заполняется красным туманом, который разъедает рассудок. Вырываемся наружу, и нас ловит человек с лисьей маской. Говорит, что нам нужно быть осторожнее, отдает фонарь и говорит: «Пойдем, Хинака». Тут, конечно, сразу задаешься вопросом, откуда он нас знает и куда ведет. Но вместо ответов мы получаем только баги с экраном, что, кстати, возникает не у меня одного. И эта проблема массовая. Если кому интересно, то фиксится она после изменения вот этого параметра в настройках. В общем, что-то игра в этих потусторонних локах не дружит с DLSS. А тем временем Хинака дотопала вот до такого места, где есть несколько алтарей. Взяла ножик из алтаря и немного описала лисью маску в своем дневнике, что он как принц из сказки с манерами и почему-то знает ее, но непонятно, куда ее ведет. А потом говорит: «Пойдем за мной, нас ждут приключения», и заходит в здание и закрывает перед нами дверь. Просто во! Какой охрененный из тебя проводник. На этой двери замок с рисунками, и тут начинается новая загадка. Только в этот раз она нормальная и интересная. Кстати, тут первый раз встречаем куклу из ее детства, с той самой подсказкой. Она еще не раз будет нам помогать в течение игры. А пока мы решаем головоломку с дощечками, нам будет условно мешать вот такая вот безглазая тварь. Она, если что, ориентируется только на слух, и ее можно и не трогать. Так сказать, держу в курсе. После открытия этой двери видим ключ. Алис нам затирает, что сделал его специально для нас, и что надо вставить его в статую на главных воротах. Но тут же он исчезает, а место заполняется красным дымом. Внизу оказывается кукла, которая говорит, чтобы Хинака не доверяла человеку-лису. Запомните этот момент. После открытия двери Инари красный туман исчезает, и снова появляется лис. Говорит, что это дверь прошлого, и зайти могут только достойные, ходить по священной земле. Так что пойдем?
Но в какой-то момент она слышит монстра и пытается закрыть дверь, но падает и отключается. Появляется какой-то силуэт, и Хинака просыпается в реальности. Там нас встречает Сю и говорит, что даже если в мире не останется никого более, приятно осознавать, что ты все еще здесь, напарница. Хинака переживает о подруге Ринка и пытается узнать, где она может быть. Сю предполагает, что она убежала домой, и мы отправляемся туда. Дальше игра показывает, что мы как бы будем двигаться вместе с нашими напарниками, но только в катсценах, потому что как только Хинака будет разворачиваться, она будет терять людей из виду, в тумане, и, по сути, проходить в соло. Пройдя сквозь рисовые поля, путь преградила какая-то жижа на пару с растениями. Пришлось обходить через чей-то двор. Дверь была заперта, а ключ лежал на колодце. Ну и как вы видите, тут вышел пуш. Пришлось немного эту гнину побить. Достаю этот ключ из колодца, и тут пуш вжимает байбэк. Ну и пришлось драпать. А пока Хинака и Сю проходят по полю, они вспоминают, как проводили время в детстве, и что Хинака как-то потерялась в поле и плакала. Тем временем Сю делает еще один знак внимания ГГ, но та не замечает этого. И вот опять густой туман отрезает Хинака от остального мира. Небольшая новая подсказка к новой загадке, и мы оказываемся в бесконечном Цукуйоме, где, чтобы выбраться, нам нужно выбирать из стоящих пугал ту, которая подходит под описание. Кстати, насчет этих подсказок. Все они идут от лица Ринка и о том, что она ненавидит Хинака. За то, что та нравится Сю, и из-за этого он не обращает на нее такого же внимания. После последней загадки мы выбираемся из поля, прямо к дому Ринка. Сю зовет ее, и она с радостью выбегает к нему, но не рада Хинаке, и рассказывает, что все ее родственники пропали, даже бабка, которая плохо ходила. Не понимая, что происходит, и устроя мозговой шторм, они решают свалить из города, чтобы позвать на помощь, но узнают, что остались в ловушке, где нет выхода из города. Сю предлагает проехать по шоссе, которое находится рядом с его домом. Но стоит забрать лекарства из этого дома для нашего пути. Девочки пошли за ними, но пока Хинака спускалась, увидела куклу, которая написала «Берегись, Ринка». После чего наша героиня падает с лестницы и отключается, попадая обратно в другой мир. Мир визуальных багов, ну а если серьезно, то красивых сооружений на воде. И немного побродив и найдя ключевой предмет для открытия прохода, получаем нового врага и новое оружие, тем самым становясь самым сильным воином. Просто крестьянин с копьем, длинное копье, попал в глаз. Пока, все. Ты можешь всю жизнь тренироваться, крестьянин с копьем тебя просто нахуй затыкает. Ну и дойдя до ворот, в которые ушел наш лис, становится понятно, что тут также нужно положить в рот статуи какой-то предмет. Поэтому пошли искать. Доказав, что мы сильнейшие воины, и слыша иногда Сакуга, находим, что можно положить в ту статую. И опять начинается красный туман. И пока мы бежим, голос Сакуга говорит, что Хинака ее кинула, и она предательница. Почему так, раскроется чуть позже. Пройдя ворота, оказываемся на мосту перед вот таким вот нечто, что говорит голосом Сакуга, и начинается бой. Тут вспомнился Секиро, в котором я играл, где нужно просто парить или уклоняться и потом атаковать. С одним маленьким «но». Там я играл за Синоби, который имел энергию после нескольких уворотов, а тут слабая девочка, которая выдыхается после пару действий. Из-за чего после уворотов и подходов к врагу мы просто пару секунд смотрим на него. А только потом делаем 1-2 удара и заново. Но в целом бой по кайфу. Реально немного вайбом Секиры запахло, причем балансным. В общем, затыкал я ее копьем. И потом нас спас лис, получив пару ударов по хребтине и отдав приказ, потому что он как-то может контролировать этот мир духа, или типа того, избавляется от врага. Ну и чтобы войти в священные земли, нам надо очиститься в местном колодце.
как показал Лис. Но Хинаки предвидела, что это лава, и она говорит, что не может. Лис успокоил ее, сказав, что это просто вода. Повторив действие за Лисом, Хинака опять видит, что это лава. И кукла напоминает ей, чтобы та не доверяла Лису. После чего оказываемся в реальности. Ринка считает, что ГГ неуклюжая, и что та упала с лестницы. Хинака говорит, что все в порядке, но начинает сомневаться в Ринка, вспомнив, что было до ее падения. А наша компашка решает отправиться дальше. Дойдя до середины города, они видят, что в городе кишит большая часть монстров, и принимают решение обойти это место через среднюю школу на горе, в которой они учились. Кстати, в городе еще встретятся два новых врага. Первый, который выглядит как гориллоподобный жирный мужик с языком и соответствующей атакой. А в дневнике еще укажется, что он нападает только на девушек, что намекает, кем это существо было раньше. И второй, как многоликий монстр, который плюется жидкостями, которые активируют заразу на полу. Так сказать, держу в курсе. Добравшись до школы, из-за нытья Ринка приходится сделать перевал. Ну а так как Ринка симпит Сю, она подводит нас к тому, что они двое должны остаться отдохнуть. А нам же придется в соло разведать и открыть ближайший путь в этой брошенной школе. И в целом мне эта локация прям понравилась. Интересные небольшие записки прошлого от разных лиц. Повествуются небольшие моменты, связанные с этой школой, в которой раскрывается так называемый девичий код. Шкафчики со своей историей, которую надо отпереть, основываясь на как раз таки девичий код, про который ты тут узнаешь. Мурашки, которые могут тут появиться, когда ты пробегаешь один и тот же общий коридор, пока ищешь ключевые моменты. А тут появляются марионетки с поля, которых тут раньше не было. И они периодически могут двигаться, пока ты не смотришь на них. И это прям охрененная атмосфера. Единственное, не очень хорошо вышло, это вот сюжетная загадка со шкатулкой. Потому что, как я говорил раньше, тут либо надо знать некоторые специфичные моменты, или просто очень странное решение в плане ключа. Для разгадки, например, тут баклажаны и помидоры считаются фруктами. Причем от уровня сложности у тебя будут разные ответы, но с одним и тем же смыслом в загадках. Но вернемся к сюжету. Я побегал и узнал, что в этом городе есть традиция с оригами. Люди пишут свои обиды на листке, складывают в форме лисы и бросают куда-нибудь, чтобы никто не нашел. Но если кто-то найдет и прочитает, то типа избавит человека от этих бед. Так вот, из дневника и локации узнаем, что Ринка раньше постоянно делала оригами. И находим одно из них, в которой она опять ненавидит Хинака. И хочет, чтобы она исчезла. А также решаем ее коробку-загадку, которая предназначалась Сю. Там кратко, что она обманула его под предлогом, что это придет Хинака, но на самом деле просто хотела, чтобы он зашел в эту комнату и разгадал ее коробку, испытывая чувства к ней. В самой же коробке лежит ее признание в любви к нему. Но Сю до этой коробки так и не дошел. Пробегав некоторые места и разгадав коды для ящиков, Хинака нашла нужные ключи для открытия ворот из школы и вернулась к своим друзьям. А Ринка тем временем пыталась подкатить к Сю, но теперь наступила очередь отдохнуть Хинака, и она засыпает. И просыпается то есть я хотел сказать Хинака, но в мире духов. И Лис встречает ее с такой фразой. Хинака встает, как после недели запоя, но теперь можно двигаться дальше, и мы входим в храм. Кстати, тут Хинака признается в своем дневнике, что полюбила Лиса, и пока он рядом, она поистине счастлива. Так сказать, держу в курсе. Ну а пока Лис уходит для приготовлений, нам нужно попрощаться со своими друзьями. В целом, тут надо бегать по кишкообразным коридорчикам и разгадывать головоломки с рычажками. Вначале для Ринка, потом для Сакуко и под конец для Сю. И также мы будем попадать в их личные комнаты и важные для них места. И, наконец-то, нам будут раскрывать этих персонажей побольше, чем это было в начале. А то, когда персонаж издает пару фраз и быстро умирает, а потом игра пытается преподносить его важность для героя и делая боссом с последующим сопереживанием, не особо в это веришь, потому что у него даже бэкграунда адекватного не было.
Ну и начнем с Ринка. В ее комнате все нормально, пока мы не начинаем крутить куклы в поисках ключа. И с каждым поворотом открывается ее одержимость Сю и ненависть к Хинаке. Вторая ее локация – Чизурая, в которой разбросаны ее записки. И они нормальные, пока мы не переключаем лампочку, после которой все записки обретают ее истинные мысли и ее ЧСВшность. Можете поставить на паузу и почитать их, а мы идем дальше. Третья локация – школа, в которой тот же аспект с истинными мыслями, в которых она преподносит свои заслуги, и что без нее у двух других подруг ничего бы не было. После чего запускаем механизм, あんたは裏切った。もてあそんで裏切った。 Извинись перед рыцарем! Ты повинен в обмане посланника доброты! и под гневные выкрики с каменным лицом Хинака уходит. Мне одному это напоминает катсценированное убийство в последнем Хитмане. Ну, тип. Сравните. Ладно, на очереди у нас Сакуко. Если честно, ее история и локация среди этих трех самая интересная. Из записки родителей узнаем, что она сорвала поход из-за страха к темноте. Сама локация освещена подобием ночников в виде вот таких вот синих огней, что очень вайбово. Тут же раскрывается, почему она называет ГГ предательницей. Вкратце, все потому, что Хинака – ее первая подруга, и она обещала ей никогда не бросать ее. Но Сакуга восприняла все буквально, и из-за пустяка на физре посчитала, что та предала ее, и обиделась. И тут понеслось. Она много что себе накрутила в голове по поводу отношений людей к ней самой и по поводу мнений Хинака о ней. Хотя это не является правдой, если мы посмотрим в дневник самой Хинаки. В конце мы находим ее в клетке. И та рада, что Хинака пришла за ней и просит помочь ей выбраться. Но после решения мини-головоломки мы по очереди тушим светильники и наблюдаем эту картину. ひなこ、助けて、行かないで。一人にしないで。待って、行かないで。ずっと一緒って約束したじゃん。裏切り者。Если честно, тут даже толком непонятно. Такая резкая смена характера главной героини. Она буквально становится бесчувственным роботом, без эмоций, которая готова так жестоко поступить с человеком. По сути, загнав того в его личную фобию. Хотя Сакуга, кроме долгов и обзывательств, ничего толком и не делала против Хинаки. И если с Ринка это оправдано, то тут это странно. Но идем к нашему последнему другу. Нас встречает пьедестал со значимыми вещами, а история которых он будет комментировать. И нам надо найти последние два. В принципе, ничего нового. И опять намеки о том, что он ее любит, а она его не воспринимает больше, чем напарника. Поэтому на двух найденных предметах будет его ругательство и обида. А также мы встретим тут нового монстра. Беременную я же мать со двора? Которая будет периодически со слюнями что-то доказывать и высирать из себя новых чад. В общем, открываем дверь, и там висит наш бедный гачемученик. Дергаем за рычаг, и все с тем же каменным лицом заставляем его раскомнадзориться. Кстати, после прощания с каждым из друзей, у Хинаки изменяются их изображения, что довольно интересно. После успешного устранения всех целей можем покидать локацию. Ой, кажется, я перепутал игру. На выходе нас встречает Лис и говорит: «Прости, что заставил убить друзей, но теперь мы готовы идти дальше». Но Хинака ловит головную боль и падает, просыпаясь в настоящем. И теперь ей предстоит найти, куда ушли ее друзья, и добраться до дома Сю, а также разобраться, куда же ведет нас Лис. Но это уже будет в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и услышимся.